Арми. Никто этого не ожидал. В тот момент, когда Чингук произнес эти слова, Тэхён полностью потерял контроль над собой, и то, что произошло дальше, повергло всех в шок. За несколько секунд до этого в комнате стоял шум. Смех, щелчки фотоаппаратов, Арми ликует со всех уголков мира. Тэхён стоял расслабленно, мягко улыбаясь, не подозревая, что все вот-вот изменится. Затем Чингук заговорил. Это было негромко. Это не было драматично. На самом деле, его голос был спокойным, почти слишком спокойным. Тебе больше не нужно нести все в одиночку. Воздух мгновенно изменился. Улыбка Тэхёна застыла. Его глаза на мгновение замерли, словно он пытался осмыслить слова Чингука. Арми сразу это заметили, как напряглись плечи Тэхёна, как он тяжело сглотнул. Чингук продолжил, его голос был ровным, но полным смысла. Ты всегда был сильным для всех, для нас. Но я вижу, как много ты сдерживал. В этот момент глаза Тэхёна наполнились слезами. Он попытался отмахнуться от них, слегка отвернув лицо от камер, но было уже поздно. Одна слеза скатилась по его щеке, затем другая. AR-MUI замолчали. Никакого сценария. Никакого представления. Это было по-настоящему. Когда силы наконец иссякли, Тэхён сжал губы, глубоко дыша, явно пытаясь взять себя в руки. Он кивнул, как бы говоря, «Я в порядке». Но Чингук подошел ближе, и это простое действие, всего один шаг, полностью разрушило самообладание Тэхёна. Чингук положил руку ему на плечо. «Ты хорошо справился», – тихо сказал он. «Ты действительно хорошо справился». Тэхён разрыдался. Он отвернулся, закрыв лицо рукой, плечи дрожали, когда эмоции выплеснулись наружу, годы давления, ожиданий и невысказанных чувств выплеснулись в одно мгновение. Камеры запечатлели все, но AR-MUI больше не чувствовали, что смотрят на идола. Они смотрели на человека. Чингук оставался рядом с ним все это время. Он не торопил его. Он не перебивал. Он просто стоял там, поддерживая Тэхёна, молча говоря ему, что он не один. И это больше всего тронуло AR-MUI. Дело было не только в слезах. Дело было в доверии. Дело было в том, что Чингук точно знал, что сказать и когда сказать, в том, что Тэхён наконец позволил себе быть уязвимым перед миллионами. Социальные сети взорвались за считанные минуты. Вы видели глаза Чингука? Тэхён так старался оставаться сильным. Это не игра. Это было по-настоящему. AR-MUI по всему миру чувствовали то же самое. Мы не были к этому готовы, потому что иногда самые сильные моменты негромкие. Они тихие, честные и незабываемые. Несколько секунд никто не говорил. Персонал не перебивал. Участники не шутили, чтобы разрядить обстановку. Даже аплодисменты AR-MUI, казалось, затихли в далеком эхе. Как будто все инстинктивно понимали, что сейчас не время торопиться. Тэхён медленно вытер слезы, глубоко вздохнул, но руки все еще дрожали. «Я не думал», — начал он, потом замолчал, голос его дрожал. «Я не думал, что кто-то заметил». Одна эта фраза тронула его сильнее слез. Чингук посмотрел на него, глаза его были мягкими, но серьезными. «Мы всегда замечали», — ответил он. «Ты просто никогда не позволял нам сказать это вслух». Тэхён слабо рассмеялся, покачал головой, явно потрясенный. «Я все время говорил себе, что это ничего», — признался он. «Что мне просто нужно еще немного потерпеть». AR-MUI почувствовали это мгновенно. Речь шла не об одном дне. Речь шла о годах. Чингук вздохнул, словно решая, стоит ли ему говорить то, что у него на уме, зная, что миллионы смотрят. Но все же сказал. «Бывали времена», — признался Чингук, «когда я хотел сказать это раньше, но боялся, что это причинит тебе боль». Тэхён посмотрел на него удивленно. «Я не хотел, чтобы ты думал, будто мы считаем тебя слабым», — продолжил Чингук. «Потому что ты не слаб.
Ты самый сильный человек, которого я знаю. Именно тогда Тэхён снова окончательно потерял контроль над собой. Он повернулся спиной к камерам, плечи дрожали сильнее, чем прежде. Один из участников инстинктивно протянул руку, но Чингук мягко покачал головой, пусть почувствует это. И в тот момент Эйяр и Муай поняли нечто важное. Это была не боль. Это было освобождение. Почти сразу же фанаты начали вспоминать прошлые моменты. Тэхён, выдавливающий из себя улыбку во время сложных интервью, Тэхён, шутящий, чтобы избежать серьезных вопросов, Тэхён, тихо стоящий на заднем плане, когда говорили другие. Внезапно все стало понятно. Теперь я понимаю его молчание. Он все это время защищал всех. Чингук наконец сказал то, что Тэхён не мог сказать. Комментарии посыпались быстрее, чем кто-либо мог их обработать. Эйяр и Муай были не просто эмоциональны. Они были разгневаны. Не из-за Тэхёна, не из-за Чингука, а из-за давления, ожиданий, из-за мысли, что у айдолов всегда все должно быть хорошо. Пока Тэхён постепенно успокаивался, Чингук оставался рядом, неподвижный, спокойный. Наконец Тэхён снова заговорил, его голос был тихим, но искренним. «Спасибо, что увидели меня». Чингук кивнул. Никаких драматических объятий. Никаких долгих речей. Просто два человека, которые идеально понимали друг друга. И этого было достаточно. Этот момент стал трендом не потому, что он был шокирующим. Он стал трендом потому, что он был честным. В тот день Эйяр и Муай видели не айдолов. Они видели дружбу, доверие и любовь, которые не нуждались в объяснениях. Одна фраза изменила все. И как только Эйяр и Муай это увидели, они уже никогда не смогут этого забыть. Чего Эйяр и Муай не видели, так это того, что произошло после окончания трансляции. Свет погас. Персонал тихо отошел. Атмосфера изменилась с публичной на мучительно приватную. Тэхён сел, положив локти на колени, и уставился в пол, словно эмоции наконец-то настигли его. Чингук сел рядом с ним, не говоря ни слова. Ни камер, ни ожиданий, только тишина. После долгой паузы Тэхён тихо заговорил. «Я не планировал, что это произойдет», — сказал он. «Я ненавижу терять контроль». Чингук покачал головой. «Ты не потерял контроль», — ответил он. «Ты наконец-то перестал прятаться». Эта фраза повисла в воздухе. Тэхён впервые закрыл глаза. Он не стал спорить. Позже тем вечером Тэхён признался в том, чего никогда не говорил вслух. «Мне всегда казалось, что я должен быть тем, кто поднимает настроение», — признался он. «Если я выглядел счастливым, все остальные могли расслабиться». Чингук внимательно слушал, как Тэхён продолжал, а я держал все в себе. Даже когда это причиняло боль. Челюсть Чингука сжалась, не от гнева, а от понимания. «Ты никому этого не должен», — твердо сказал он. «Ни нам, ни Эйяр и Муай. Ни всему миру». В тот момент Тэхён понял, что что-то изменилось. Ему больше не нужно быть сильным в одиночку. В последующие дни Эйяр и Муай сразу заметили разницу. Тэхён стал улыбаться естественнее. Он говорил медленнее, честнее. Он не спешил заполнять каждую паузу. А Чингук стал держаться ближе. Фанаты сразу это заметили. Почему Чингук постоянно проверяет, как себя чувствует Тэхён? Он выглядит таким светлее. Это совсем другое чувство. Эйяр и Муай не выдумали. Что-то изменилось. Затем наступил момент, который снова взорвал интернет. Во время одного из последующих выступлений Чингук небрежно сказал: «Некоторые люди не говорят о своих проблемах. Это не значит, что у них их нет». Тэхён посмотрел на него. Чингук посмотрел в ответ, и объяснения не требовались. Эйяр и Муай точно знали, кому адресовано это сообщение. И внезапно ситуация изменилась, не только для Теми, но и для всех айдолов. Чувствовать стало нормально.
Остановиться стало нормально. Чувствовать себя не в порядке стало нормально. Этот эмоциональный срыв не был концом. Это было начало. Начало того, как Тэхён выбирает честность вместо совершенства. Начало того, как Чингук начинает говорить, а не молчать. Начало того, как Эйар и Муай видят мир за кулисами. И правда в том, что такие моменты не исчезают. Они отзываются эхом в будущих выступлениях, в более тихих улыбках, в том, как они стоят чуть ближе, чем раньше. Эйар и Муай не были готовы. Никто не был готов. Потому что иногда достаточно одной фразы, произнесенной в нужное время нужным человеком, чтобы разрушить стены, возведенные годами. И как только эти стены рушатся, ничто уже никогда не будет прежним. Несколько недель спустя Эйар и Муай все еще говорили об этом. Не из-за слухов, не из-за теорий, а потому что это чувство не покидало их. Во время тихого заключительного слова Тэхён стоял у микрофона дольше обычного. Он не спешил. Он не сразу улыбнулся. Он сделал вдох. «Недавно я кое-чему научился», — тихо сказал он. «Нельзя позволять людям видеть тебя, особенно тем, кому не все равно». Эйар и Муай затаили дыхание. Тэхён взглянул в сторону. Чингук уже смотрел на него. «И я благодарен», — продолжил Тэхён на этот раз ровным голосом, «что мне больше не нужно притворяться». Чингук кивнул. Ни улыбки, ни реакции на камеры. Но Эйар и Муай это видели. Этот кивок был не для зрителей. Это было обещание. Эпилог. Почему Эйар и Муай не были готовы? Потому что Эйар и Муай ожидали выступления. Вместо этого они увидели доверие. Момент, когда сила заключалась не в том, чтобы стоять прямо, а в том, чтобы быть замеченным. Чингук не спас Тэхёна в тот день. Он просто стоял рядом с ним. И иногда именно это меняет все. Свет на сцене погас. Толпа зааплодировала. Но этот тихий момент, эта одна фраза, навсегда останется в сердцах Эйар и Муай. Потому что, однажды увидев что-то настоящее, ты никогда этого не забудешь. Даже спустя долгое время после того, как аплодисменты стихли, этот момент продолжал мягко, настойчиво эхом отзываться во всем, что последовало за этим. В интервью Тэхён говорил меньше шуток и больше пауз. Теперь он тщательно подбирал слова, как будто каждая из них имела большее значение, чем раньше. И когда вопросы становились тяжелыми, он больше не спешил прикрывать их улыбкой. Эйар и Муай это заметили. Его глаза стали спокойнее. Он больше не прячется. Это чувствуется лучше. А Чингук? Он стал тише по-другому, более наблюдательным, более присутствующим. Он слушал всем телом, словно оберегая что-то драгоценное, о чем нельзя было сказать вслух. Они не говорили об этом моменте напрямую. Им это было не нужно. Именно в этих маленьких моментах Эйар и Муай чувствовали это сильнее всего. Взгляд через сцену, протянутая без колебаний рука, смех, который давался легче, чем раньше. Ничего драматичного, ничего особенного. В возрасте просто стабильность. Однажды Тэхён тихо, почти как бы между прочим, сказал «Я учусь отдыхать». Одни только эти слова вызвали волну в фандоме. Потому что отдых для такого, как он, был не просто сном, это было разрешение. Разрешение чувствовать, разрешение опираться, разрешение перестать притворяться. Эйар и Муай тоже изменились после того дня. Комментарии стали мягче, тон смягчился, ожидания немного снизились, но достаточно, чтобы это имело значение. Не торопись. Мы здесь. Тебе не нужно ничего объяснять. Это не было идеально. Так никогда не бывает. Но это был прогресс. И Тэхён это чувствовал. Следующие месяцы принесли более глубокие изменения, как рябь, распространяющаяся от маленького камешка, брошенного в спокойное озеро. Тэхён начал появляться на своих сольных прямых трансляциях с другим ритмом.
Исчезли широкие, натянутые улыбки, призванные заполнить тишину. Теперь он говорил тихо, делясь небольшими историями о своих днях, о слишком горьком утреннем кофе, о старой песне, которая внезапно его остановила, или просто «сегодня я устал, но это нормально». Эйяр и Муай внимательно слушали каждое слово, делясь ими, как сокровищами. «Это новый Тэхён», написала одна фанатка в Твиттере. «Он говорит как друг, а не как айдол». Чингук, с другой стороны света, часто появлялся в комментариях «Высыпайся, Хён», сопровождаемый простым смайликом в виде сердечка. Длинных слов не было, Эйяр и Муай знали, что это их код. Однажды вечером, во время продолжительной виртуальной встречи с фанатами, Тэхён внезапно прервал сессию вопросов и ответов. Вопрос задала молодая Эйяр и Муай: «Как вы справляетесь с трудными днями?» Его взгляд смягчился, когда он вспомнил тот момент. «Раньше я думал, что должен быть один», — тихо сказал он, и его голос эхом разнесся по тысячам экранов. «Но теперь я знаю, что иногда лучше позволить кому-то другому помочь тебе подняться». Камера запечатлела, как он взглянул на Чингука, который сидел в той же комнате и слабо улыбался. Комната взорвалась виртуальными аплодисментами, но для Эйяр и Муай это было похоже на продолжение того дня, доказательство того, что обещание все еще живо. Изменения не ограничились ими двумя. Другие айдолы начали откликаться. Новичок из новой группы поделился похожей историей на Уиверс, признавая давление, связанное с дебютом, с подписью «Спасибо, Тэхён Хён, за то, что напомнил нам, что быть человеком – это нормально». Даже СМИ начали писать статьи «Эпоха уязвимости», как один момент изменил к поп-индустрию. Эйяр и Муай были горды, но и насторожены. Они создали онлайн-сообщество поддержки, компанию «Увидеть настоящего себя» с фан-артом, на котором Тэхён и Чингук держатся за руки под тусклым сценическим светом. Скандала не было, просто волна доброты, растущая органично. Кульминация наступила на их концерте возвращения несколько месяцев спустя. Прожектор осветил Тэхёна в центре сцены, исполняющего бридж новой песни, текст которой звучал как личное стихотворение: «Я падаю, но ты держишь меня за руку, мне больше не нужно быть камнем». Когда его голос слегка дрогнул на высокой ноте, он не стал этого скрывать. Чингук, стоявший сбоку сцены, неожиданно подошел и коснулся его плеча, как и раньше. Толпа Эйяр и Муай закричала, но на этот раз со слезами радости. «Мы тебя видим!» Кричали они в унисон. Тэхён улыбнулся, искренней, открытой улыбкой, и продолжил, подбадриваемый своими братьями и фанатами. За кулисами, после выхода на бис, Тэхён быстро обнял Чингука. «Спасибо, что ты всегда рядом», – прошептал он. Чингук крепко обнял его в ответ. «Всегда, Тэ. Мы вместе в этом». На этот раз камер не было, но Эйяр и Муай почувствовали это через атмосферу песни, взгляды их сердец и улыбки, которые они не могли скрыть. Тот день не стал концом борьбы, у Тэхёна все еще были тяжелые ночи, Чингук все еще учился подбирать слова, Эйяр и Муай все еще боролись с ожиданиями окружающего мира. Но это был новый фундамент, более крепкая связь, где слабость становится общей силой. Эйяр и Муай больше не ждали совершенства, они прославляли человечность. И с каждым будущим концертом, каждым живым выступлением, каждым твитом эхо того момента остается, напоминание о том, что одно предложение, один шаг, одно объятие могут изменить все навсегда. Потому что под блеском сцены самое настоящее – это сердца, смотрящие друг на друга.